Я приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец. События будущего. Что случится или скоро произойдет? Что откроется или что ведет к переменам? Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 марта. Давайте узнаем, что нам раскроют карты, какие ситуации. И, конечно, останемся реалистами, мои дорогие стрельцы, поскольку любой прогноз или расклад, он не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и вы свою историю или то, что вам сейчас не дает покоя, сможете переложить на метафору карт и подсказки какие-то, сами для себя увидите. Итак, что же случится, что произойдет, события ближайшего будущего, ближайших дней. 4 карты из колоды Оракула Ленорман. С чем это может быть связано? События будущего, что скоро будет. И на колоде Таро дополним значение. И первая карта у нас будет неожиданности, неожиданные события. Может быть, как что скоро откроется. Возможно, это будет связано с информацией, с новостью. Или что ведет к переменам. Это первая карта. А вторую карту мы спросим, что вам помогает, мои дорогие стрельцы, или что ведет вас вот именно к позитивным, добрым каким-то событиям или добрым переменам. И по основным сферам жизни 3 карты. У нас первое: дела, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то документы. Финансы или денежная энергия. Личная жизнь и любовь. Давайте узнаем. Гора. Гора всегда препятствие. Это мы так видим. Или мы можем чувствовать, как есть какой-то барьер. Нам не дает, ну, как, может быть, внешние какие-то события, нам не дают осуществить то, что мы хотели бы. На самом деле это не есть, как, знаете, какая-то, как камень преткновения. Или это навсегда. Наша задача увидеть все-таки горизонт. Потому что нам может казаться, ну, все. И у каждого здесь по-своему, у кого-то... Ну, из вас, вы понимаете, да, ну, это вот временный какой-то такой либо перерыв, либо, ну, не так быстро решается тот или иной вопрос. А кто-то, мы по-разному все воспринимаем, может думать, что, ну, все, словно жизнь на стопоре. На самом деле мы просто из-за этой горы не видим горизонта. Поэтому не стоит драматизировать, а вот подумать, каким образом эту гору обойти или рассмотреть иное направление. Может быть, у вас и ожидания, кстати, с учетом этого аркана, когда мы ждем, ну вот, к примеру, если это не пустое ожидание, когда мы ждем по регламенту тех или иных документов, где-то карта говорит, тут именно надо обдумать. Здесь не нужно торопиться, бросаться, буквально пытаться преодолеть эту гору или препятствие. Здесь нужно поразмышлять, каким образом лучше эту ситуацию изменить для вас самих. Ведь не секрет, и бывает и так, внешние силы, словно мы на что-то сетуем, когда вот с подобными ситуациями сталкиваемся. А кто знает, может быть, это вселенная, судьба нас останавливает от чего-то. Поэтому тут действительно есть о чем подумать. События ближайшего будущего. Ну, для вас, мои дорогие девочки, это вы сами в центре внимания собственного. И, кстати, вполне вероятно, вы к себе будете привлекать внимание в эти 10 дней. Мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни. И это может быть кто угодно, хотя я этого не исключаю, для девочек тоже. У кого-то может быть, ну, как руководитель, у кого-то может быть мама. Возможно, это и компаньон, или это какая-то ключевая персона, допустим, по бизнесу. Но женские энергии, они присутствуют в эти 10 дней. Давайте откроем дальше, может быть, нам больше пояснят. Ага, личная жизнь, мои дорогие. И для тех, кто один или одна, самое время подумать о том, как продолжить свою жизнь. И вот эта гора, как воспоминания. Может быть, воспоминания есть и хорошие, но какая-то история могла закончиться, и меня смотрят люди из разных стран по разной причине. И у кого-то очень, ну, такие тяжелые воспоминания, потому что чего-то не вернуть. И все равно карта гора говорят, это не конец. Ты просто пока не видишь горизонты. И поэтому горизонты ведь он присутствует. И значит, нужно подумать, как выйти из одиночества.
И очень хороший период, раз вам выпадают эти две карты как пара. Очень хороший период для того, чтобы, может быть, расширить кругозор своего общения. И кругозор я имею в виду, может быть, насколько это полезно, мне сложно судить, но, тем не менее, интернет-знакомство присутствует. И я не говорю, что это какая-то история любви, а именно расширить географию общения. Может быть, начать учить языки, или пойти на курсы, или в онлайн. Именно подумать о том, чтобы в вашу жизнь каким образом мог прийти новый человек. Или смена где-то социума у вас здесь тоже может произойти. Хотя я, конечно, допускаю, что у кого-то это ссора, может быть, даже банально с близким человеком, значит, есть возможность помириться, иначе бы у нас пара не выпадала, потому что раз показывают карты, демонстрируют пару именно, значит, личная жизнь со знаком плюс на этой неделе. Можно как решить многие вопросы или ну, достичь Соломонова решения, сгладить острые углы. Или подумать, как завершить одиночество. А если в вашей жизни все прекрасно и, в принципе, хорошо, ну, бывают же какие-то у нас детали, даже у людей семейных, и я думаю, со мной согласятся. Бывают какие-то горы, препятствия, это временно, мы их все преодолеваем, находим общий язык, поэтому для вас нет ничего невозможного. Но, повторюсь, я вижу, для большинства из вас личная жизнь в центре внимания. Хотя у кого-то это контакты и по работе тоже. Что же случится скоро? Но вот какая-то неопределенность, она у вас есть. Для кого-то эта гора, как переезд далеко, может быть, с учетом аркана Луна. По Луне мы должны попасть в какое-то место. И, возможно, это у вас задача либо решить какой-то вопрос, попасть к чиновнику или в какую-то инстанцию, получить согласование или наоборот, выяснить, как в отношении вас работает закон. И тогда вот эта гора будет говорить о том, что вам нужно детализировать. Вот вашу задумку, мои дорогие стрельцы. Вы можете действительно чего-то не видеть. С другой стороны, по аркану Луна это всегда проигрывается как сумерки. При Луне нам ведь не видно все хорошо. И поэтому карта говорит, выглянет солнце и все встанет на свои места. Здесь сами по себе события внешние, хотим мы того или нет, складывают для нас какую-то траекторию. Они влияют, оказывают влияние на нашу жизнь. И по аркану Луна искусство мелких шагов. Куда-то, правда, не торопиться. Но для тех, кто в паре, мои дорогие, часто аркан Луна говорит о том, что это как тепло домашнего очага, это приятные эмоции, это где-то построение планов, да? Обратите внимание, у нас такая своеобразная Луна. И ты смотри на пару шагов вперед. Не застрянь опять же в этом моменте. Учись рассмотреть этот горизонт или увидеть. Даже если у тебя сейчас какие-то временные препятствия, это ненадолго. Сохраняй свою цель, мечту, намерение. И пусть сейчас ты детализировать свои по пунктам разложить или написать какой-то тезис-план ты не можешь, потому что последовательность событий для тебя словно в тумане, в сумерках. Но это пройдет. И поэтому не теряем самообладание. А для тех, у кого сейчас, допустим, какой-то вопрос действительно по документам не решается, мои дорогие, будут какие-то перемены. Я, конечно, не могу заявлять об этом на 100%, но с учетом этих карт, к примеру, я могу допустить, что будут меняться законы, или будет выходить какой-то подзаконный акт, или ваше намерение, цель, то, что вы хотите осуществить, именно официально, может быть. Здесь какие-то могут быть подвижки. Давайте посмотрим, что же как неожиданные события. Правда, по пятерке жезлов, когда в товарищах согласия нет. Вот нам и показано 5 ведьмочек, это колода ведьмочек, которые надумали какое-то блюдо приготовить или варево. И в итоге согласия нет, каждая думает по-своему, и уже пенится то, что они тут приготавливают. И огонь-то, кстати, подбирается к ним самим. А в спорах, прениях они этого не замечают. Я называю эту карту информационного хаоса. Почему? Потому что много информации, много людей, кстати. В неожиданностях вы будете слышать самые разные новости. Поверьте, мои дорогие, фейков будет больше, чем какой-то реальной конкретики. И ваша задача вот эту информацию фильтровать, перепроверять. Потому что сбивчивость какая-то будет, несогласованность.
и будут выдавать желаемое за действительное или подавать вам, ну, какую-то пафосную идею, как на 1000% то, что будет в реальной жизни, а по факту совсем может быть иначе. Поэтому храните себя. Но работать с информацией все же есть хороший смысл. Почему? Потому что даже несмотря на вот эту сбивчивость или даже фейки, будет в чем-то очень рациональное зерно, как альтернативный вариант или иррациональная возможность. Здесь могут проходить и люди, кстати, которые, ну, не совсем заслуживают доверия. И их тоже надо где-то фильтровать или перепроверять. Здесь может быть и конфликт с конкретным человеком. Жезл – это у нас дела, работа, бизнес, поэтому или работа, или какие-то контакты, которые не совсем личные. Поэтому мужчина и женщина здесь проиграются у каждого по-своему. И у кого-то это может быть по работе, когда нужно договориться с руководителем. Или просто, мои дорогие стрельцы, вы можете чувствовать, ну, нет контакта с коллегами. Вот такое тоже может проиграться. Поэтому куда-то не торопитесь. Ваша задача, знаете, вот так, ну, наверное, есть такая фраза. Смотрит, как удав на кролика. Вот просто смотрит. Вот представьте, я, конечно, шучу, но тем не менее, если абстрагироваться, как удав, как змея. У нас сейчас с вами год змеи. И змея, она мудрая, она наблюдает. Вот какая-то пауза, когда вас невозможно просчитать, когда вы сами одеваете маску, мои дорогие, и никому ничего не обещаете, и не торопитесь где-то соглашаться с кем-то. Держите нейтралитет, это вам будет помогать. Но вот что же конкретно помогает или что для вас в плюс? Вот девятка жезлов – это всегда, когда мы себя сохраняем, и откликаемся только в двух случаях. Первое, если нам угрожает опасность. Или создается, ну, какая-то конфронтация, тогда, может быть, и есть смысл что-то предпринять. И то, мои дорогие, это не значит, что это конфликт. Тут, скорее всего, мы ретируемся назад, отступаем полшага назад. Словно за такой визуализированный забор вот из этих 9 жезлов себе выкладываем. Или есть такая практика. Ну, так, это можно переложить на психологию, если действительно вы находитесь в данный период времени в сложном психологическом состоянии. Представьте себе, что вы находитесь за стеклянной стеной. Вы видите, что вокруг происходит, как реагируют люди. Попробуйте, даже если это сложно сделать, несколько абстрагироваться. Или если вы сталкиваетесь с человеком, или вынуждены идти куда-то, да, разговаривать с чиновником каким-то, или руководителем, или просто с какой-то персоной, которая, ну, никак не вызывает положительных эмоций. Вот представьте, что между вами стеклянная стена, и просто наблюдайте. Представьте, что вы сидите в партере, а на сцене происходит некоторое действие. Абстрагироваться нужно, правда, это вам помогает. Тогда вы правильно, более непредвзято оцените какую-то ситуацию. И даже если действительно вам, ну, нужно предпринять какие-то действия, то вы их более холодной головой, холодным рассудком обдумаете, что же вам делать. И с другой стороны, девятка жезлов, что помогает? Мы не упустим возможность. И это все то, что я говорила по пятерке жезлов. Давайте раскроем, что же у вас по делу, работы, бизнес. Прекрасная карта, но есть выбор. Влюбленные. Может быть, я все же в этом вижу определенный смысл. У вас действительно на этой неделе, несмотря на какую-то сумятицу, на какую-то абракадабру, может быть, даже в вашей жизни, вы можете с кем-то примириться. Или найти, вот как общие точки интересов, соприкосновения. Имеется в виду какие-то контакты, которые взаимовыгодны. Или, ну, быть третейским судьей по некоторым вопросам, потому что аркан влюбленные нам всегда говорит, сепарация – это только иллюзия. Есть те персоны, с которыми нам придется контактировать. Ну, не отменим мы их, ну, что сделаешь. Поэтому нам придется с ними договариваться. Может быть, и есть выбор. И выбор вы этот сделаете. Вы понимаете, что да, есть некоторые, как препоны, или, может быть, люди. И я это не изменю. Моя задача – это просто обойти. И забыть навсегда. Вот и все.
Поэтому это не есть какая-то долгая ситуация. А для кого-то из вас точнее, может быть, это вы с человеком на расстоянии, со своей семьей на расстоянии, и вы хотите встретиться, потому что все же в этой колоде карт влюбленная в первую очередь, именно влюбленная. И вполне вероятно, вы будете обдумывать какую-то вашу историю пары, и она может быть связана с оформлением документов, с оформлением жилища. И это тоже где-то наши дела. Это то, что мы либо оформляем, либо в реальной жизни, хотим переложить на более практичную плоскость, не совсем про чувства. Что же по деньгам? Звезда. Вы знаете, здесь могут быть задержки денег, хотя здесь могут быть совершенно разные. Старший аркан, еще один. Здесь действительно на вас в эти 10 дней оказывает влияние какие-то внешние события. Или задержки денег, вот у кого-то может быть. Хотя я для кого-то могу и предположить, это как новый проект, которым вы будете заниматься лет 10-20. И вы будете уделять внимание развитию того, что вы хотите осуществить. И у кого-то это как личное дело, может быть, личный блог, ваше творчество, а у кого-то построение карьеры. И это такой длительный забег. Добрые дела наспех не делаются. Но, мои дорогие стрельцы, сияйте как звезда. Может быть, все карты говорят, что вы сейчас... У вас прекрасное время, к примеру, изменить свой собственный имидж. Или по аркану звезда мы улучшаем собственное здоровье. Это не имеется в виду, как мы больны. Нет, это чтобы было больше бодрости, больше ресурсности. Да? Мы можем как раз некоторые вложения в собственный, как и имидж, так и здоровье, это все взаимосвязано, осуществить, потому что тут это будет во благо. Нам нужно продумать какую-то новую стратегию, тактику на длительный период времени и быть готовым корректировать планы. По этой карте сбываются наши мечты. И поэтому есть какая-то траектория, которая обозначает, возможно, смену какой-то финансовой системы. И, может быть, это связано, опять же, с внешними событиями. Но для вас они, мои дорогие стрельцы, вот эти все события, они могут сложиться в шикарный плюс. Но вы пока можете просто этого не видеть. И что-то подобное может быть как и по работе, по вашим достижениям, и то же самое по деньгам. Давайте посмотрим, а что же любовь и личная жизнь? Рыцарь жезлов, будь готов к неожиданностям. А для кого-то из вас действительно необходимо быстро совершить поездку, может быть, в определенную местность, чтобы увидеть все своими глазами и решить какой-то вопрос. К вам могут приехать люди, которых вы, где-то, может быть, прежде не планировали подобные встречи, или, опять же, для того, чтобы совершить какие-то согласования по части личной жизни, вы можете отправиться к чиновникам. Рыцарь жезлов – это всегда карта скорости, и что-то убыстряется. Но эта карта, она подразумевает, опять же, внешние события, которые убыстряют нас. Или пусть это будет связано с приходом новостей, каких-то скорых, или, знаете, вот которые мы говорим, что ворвется в мою жизнь. Вот какая-то информация может буквально ворваться в вашу жизнь, и несколько вам придется корректировать собственные планы. Поэтому будьте готовы к неожиданностям. Но я так вижу, что вот эти неожиданности для вас могут открыть шикарные перспективы. И как и по личной жизни, так и по вашим достижениям, так и по заработкам. Но это не буквально вот сразу вы это получаете. Нет, добрые дела наспех не делаются. Вот и сияйте, как звезда, мои дорогие любимые стрельцы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.